Весна всегда дарит нам прекрасное настроение и желание работать. Поэтому после основной работы всегда хочется взять в руки крючок и заняться своим любимым делом. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам готовые игрушки, которые у меня связались за последнее время, а также процессы, мои планы, задумки. В общем, давайте проведем этот вечер с вами уютно, спокойно и в прекрасном настроении. Поехали! Итак, давайте переместимся на мой рабочий стол, и я покажу вам те игрушки, которые у меня уже готовы, которые связались за последнее время. Начну я свой рассказ вот с этих малышей, с этих заек, которых я очень сильно люблю. И не только я, но и покупатели, потому что они разбираются у меня как горячие пирожки. Если кто не в курсе, этот зайка связан по моему платному мастер-классу. Ссылочку, как всегда, вы можете найти внизу в описании, в мою группу ВК. И если захотите, сможете приобрести мастер-класс на такого зайку. Итак, в этот раз я решила связать сразу много, чтобы у меня в наличии было хотя бы 10 штук, чтобы больше голову этим не забивать, чтобы я знала, что зайки у меня на ближайшую ярмарку есть. После того, как прошли все мои ярмарки, у меня остался всего один зайка, это мятный, и я решила связать ему подружек в разных цветах. Первым, что я решила связать, это вот такого голубого зайку в темно-синем платьюшке. Мне очень нравится это сочетание. Кстати, у меня уже зайка такой был, и его первым прям взяли. Вот именно этой расцветки. Ушки у него вот такие ажурные, тоненькие. Если вы старички на моем канале, то вы уже этих заек очень много видели, очень часто видели. Но, тем не менее, покажу еще раз. Юбочку я решила в этот раз разбавить белым цветом и обвязала такой полухлопковой пряжей, чтобы было симпатичнее. Итак, у меня голубенький зайка. Итак, второй зайка у меня получился вот такой молочный, прям под мои розы. И в бордовом таком платьюшке. Здесь уже обвязку я делать не стала. Просто оставила вот такое вот платьюшко. И не стала никакую оборочку делать. Я думаю, что она здесь совершенно лишняя. И сейчас у меня в процессе еще один. Он немного побольше, чем предыдущие зайки. Все потому, что вот эта бледно-розовая пряжа, это воланс. Здесь я вязала из лавиты, а вот это воланс. И получилось, что заяц намного больше по сравнению с этими зайчиками, но ничего страшного. Тоже в таком розовом платьюшке, сам светло-розовенький, но я его еще не доделала. Нужно оформить мордочку, сделать ушки, хвостик еще сделать. В общем, пока что я с ним буду работать. И смотрю вот я на это платье, мне кажется, для такого размера зайки оно маловато. То есть вот здесь я, скорее всего, оборочку какую-нибудь сделаю, потому что, кажется, коротковато прям как-то. Не очень мне нравится. Поэтому чем-нибудь оживлю. Может быть, тоже белым, может быть, еще каким-нибудь цветом. В общем, пока еще не подобрала и не решила. Это сегодня у меня будет работа на сегодняшний вечер, доделать этого зайку, и еще что-нибудь, конечно же, повязать, потому что планов очень много, желаний еще больше. В общем, да, будем заниматься. Так, с зайками у меня пока все. Но, как я вам сказала, мне нужно 10 штук, это получается 3 у меня готовых, 4 в процессе, то есть, по идее, мне еще надо 6. Всех хочу сделать разными, которые не повторяются, с расцветками совершенно друг другу не совпадающими. Вот следующий у меня на очереди лавандовый зайка, и потом еще подумаю, каких еще сделать. Еще вам покажу одну игрушку, это уже... я даже не знаю, как вам его назвать, потому что он у меня достаточно странный. Это Пикачу. Странность, я думаю, что вы сразу заметили, это в ушах, потому что у меня не хватило желтой пряжи, а так как я по одному мотку не заказываю, я заказываю сразу много, я, в общем,
не стала покупать и сделала вот так. Но мне не нравится. Вообще, по идее, наверное, нужно было бы сделать полностью черные ушки. Тогда было бы лучше. И вот я думаю, может быть, распороть и переделать или оставить так. Может быть, кому-то приглянется. В общем, не знаю, что мне делать с этим Пикачу. Посоветуйте, как вы считаете. Мне кажется, что уши вообще не подходят по цвету. И, ну, в общем, смотрится это как-то не очень. В общем, не знаю, что мне с ним делать. Я еще подумаю. И распускать не хочется, распарывать, потому что я не люблю переделывать игрушки, я не люблю пришивать детали, а тут придется, в общем, все это дело распускать и перевязывать. Поэтому, ох-ох-ох, почему я сразу не догадалась сделать черным? Ну, в общем, не знаю. Да, вот такой Пикачу у меня получился. Тоже хорошая игрушка, я ее постоянно вяжу, и по идее мне еще несколько нужно новых. Но не знаю, как. Вязать, не вязать. А вот следующий у меня эксперимент, это вообще очень интересно, потому что я нашла в бесплатном доступе мастер-класс на куклу с дракончиком. И если кукла как-то мне не особо понравилась, я вообще не люблю вязать куклу, потому что с ней очень много работы, она из полухлопка. И возиться с ней там достаточно долго. В общем, не хочу я этим заниматься. Но дракончик мне понравился. Он такой миленький, в наушничках. В общем, прелесть просто. И я, конечно, решила его связать. Открыла мастер-класс, начала вязать. Опа! А мастер-класс не подходит. То есть этот перевод английский на русский. Там было два мастер-класса. Один на английском, другой на русском. И я посмотрела и оригинал, и перевод вообще не сходится. То есть, нет, они сходятся, они одинаковые, но к схеме и к картинке первоначальной отношения нет никакого. То есть, если я начала вязать, допустим, хвост, и он там узкий, то на схеме там просто 18 петель, 5 рядов ровно, вообще просто не в дугу. И, конечно же, так как я уже начала вязать, я уже поняла, когда я начала делать голову, что что-то там не так, я решила придумать, и по картинке уже просто довязать эту игрушку, потому что, извините, распарывать я не люблю. И, в общем, получилось у меня то, что получилось. Получился у меня вот такой вот динозаврик в наушничках. Совершенно полностью не подходящий по мастер-классу, потому что вот ни одну деталь, какая там есть, вообще не подходит. И получилось, что на картинке голова больше, соответственно, наушники тоже по-другому смотрятся. У меня все это получилось такое что-то несуразное. Конечно, я эту игрушку больше вязать не буду, потому что либо надо свой писать мастер-класс под эту картинку, либо что-то там переделывать, и я не горю желанием этим заниматься. Но одного динозаврика я все-таки в наушниках вот такого связала. Да, он прикольный, да, он смешной, но времени ушло у меня достаточно много на его создание, исходя из того, что я еще и схему сама придумывала. Поэтому, да, вот такой динозаврик у меня тоже есть в виде брелочка. Так, в принципе, смотрится, конечно, неплохо. Вот это мне очень нравится, яркая отделка. Вязала вот этот хвостик, пупырки, вот эти кружочки. Это все из ириса. Я стала вязать, не стала брать обычный джинс. Было бы грубо, наверное. Решила связать из ириса. Так что вот такой малыш у меня тоже появился. На данный момент это все готовые мои игрушки. У меня их всего 4 штуки, просто я физически не успеваю. Если мама вязала побольше, просто потому что в этот момент она была дома, а я была на ярмарках. И как раз снимала вам влог с ярмарки, 24 часа ярмарки. Если вы вдруг еще не видели, то переходите, смотрите. Видео есть на канале, как мы там
находились 2 дня, и что у нас вообще, какие процессы, какие итоги по ярмарке, я там все вам рассказываю. А у меня, в общем, вот такой вот совсем маленький результат. Но сегодня я планирую максимально заняться вязанием. Я хочу доделать вот этого зайчушку. И еще у меня очень-очень много планов по созданию новых игрушек, которых вы еще не видели. Потому что совсем недавно одна из моих подписчиц, которую зовут Ольга, неожиданно подарила мне мастер-классы. Не один, а 11 мастер-классов. Они на самом деле являются платными. И когда я зашла в закрытые группы, мне настолько понравилось, какие там игрушки. Особенно некоторые из них, прям вот, ну, может быть, 4-5, прям, которые я очень и очень сильно хочу связать. Хочу посмотреть, что у меня получится. Но некоторые игрушки, к сожалению, я сейчас не могу связать, потому что у меня нет подходящей пряжи. Цвета такого нет. А вот другие в виде слоника, дракончика и кто-то там еще был такой симпатичный, который мне очень-очень понравился. Наверное, корги. Вот, они мне очень, по-моему, корги. Он мне очень понравился. И вот мне прям безумно хочется, руки чешутся, все бросить и начать вязать эти игрушки, попробовать, протестировать, посмотреть, как у меня это будет выглядеть, потому что мне очень понравилось. Ольга, если вы меня смотрите, то огромное вам спасибо за такой подарок. Я, честно, не ожидала. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное. И как только я свяжу, я обязательно вам, девочки, покажу эти игрушки. Оставлю ссылочку на группу этой замечательной мастерицы, и вы тоже сможете приобрести и повязать эти игрушки. Ну и плюс ко всему к этому у меня еще, конечно же, есть желание повязать дракона, потому что драконы нужны, драконы в этот раз важны. Вот. Все вяжут драконы. И я нашла там на ютубе бесплатный мастер-класс, очень симпатичный дракончик, он из полухлопка. Мама не любит вязать из полухлопка, поэтому она мне этот подарок отдала, скинула мне ссылку, сказала, это твое, вяжи. Ну и, соответственно, конечно же, я согласилась, поэтому тоже хочется протестировать, попробовать. Я люблю делать новые игрушки, потому что это интересно, это забавно, это что-то новое, потому что однотипные, вот как зайки, ну, я их уже с закрытыми глазами вяжу. И да, они классные, они прикольные, но иногда устаешь от этой рутины, хочется что-то нового, хочется свежего. Вот. И еще у меня по планам связать игрушку на заказ. Потому что я-то пообещала, я вот сейчас вам ставлю вот здесь фотографию, сейчас уберу специальные игрушки, чтобы они вам не мешали. И вставлю вот сюда вам фотографию. Посмотрите на эту страсть. Я не знаю, как ее вязать. Я не знаю вообще, что это, как это зовут и откуда оно. Ну, я знаю, что из какой-то игры. И все. И я вот на нее смотрю, и плюс к тому, что мне ее нужно еще сделать в размере где-то 10-12 сантиметров, меня страх берет за эту игрушку, потому что, да я и не хочу ее, собственно говоря, вязать, но, в общем, да, согласилась, пожалела мальчика, решила, что да, я ему сделаю, а сама, если честно, очень-очень неохота. Вот, поэтому тоже нужно подобрать ниточки в цвет и постараться сделать вот эту куклу Вуду страшную. Вот. Деваться некуда. Заказ есть, нужно выполнять. Так, ну на данный момент это пока все, поэтому мы сейчас с вами прервемся буквально на секундочку. Я сажусь за вязание, беру крючок и встретимся с вами уже чуть позже. Я покажу вам свои результаты. Так, хочу вам показать вот такую этажерочку или стеллажик, как его по-другому назвать. Я ее заказала на Wildberries.
Мне она очень понравилась под готовые игрушки. Тут у меня книги, которые я буду читать в течение этого месяца. Ну, в общем, расположила там все, что мне необходимо, рядом в спальне, под рукой, то есть прям вот в любой момент, чтобы можно было достать. И игрушки, потому что у меня проблема, куда девать вязаные игрушки, готовые, не в сумку, потому что те игрушки, которые я вам еще не показывала, например, в видео, теперь у меня будут стоять вот здесь. Вообще, вот эту лесенку я хотела брать с собой на ярмарке, поставить ее на небольшой столик и вот сюда выставить игрушки все на продажу. Но, девочки, я немного лоханулась, потому что в чем проблема? Этажерка классная, лесенка вообще обалденная. Тут, кстати, вот задние есть вот такие перемычки, что игрушки падать не будут. Но смысл в чем? Она очень тяжелая оказалась, потому что вот этот материал, он прям вот реально тяжелый, как настоящая мебель, и она весит, в районе 10 килограмм, может даже больше. А разбирать ее невозможно, то есть она тут вся закручена, и на ярмарке собирать будет некогда. Если вести ее готовую, то она очень тяжелая, и как ее возить, и как ее вообще носить, это не вариант полный. Поэтому теперь это новая лесенка останется у меня дома. И, наверное, придется искать для ярмарки что-нибудь другое. Что ж, девочки, хочу показать вам игрушки, которые у меня получились. Я доделала наконец-то свою зайку. Розовую, такую зефирную. Обвязала платьюшко ей ярко-розовым цветом. В общем, получилась такая вот милашка. Мои дома назвали ее «Злая Зая». Не знаю почему. Сказали, что выражение у нее немного недовольное такое и злое, поэтому вот это будет «Злая Зая». Но, не знаю, мне нравится, хорошенькая зайка получилась. Немного больше, чем предыдущие зайки, потому что Воланс, он плотнее, он толще, чем Лавита. И, в общем, соответственно, игрушка стала побольше. И начала я еще одного зайка, уже лавандового цвета, но связала руки, ноги и неожиданно вспомнила, что у меня есть заказы. Заказы тоже надо выполнять. Про один заказ я вам показывала и рассказывала. Я даже боюсь за него браться. Но я вспомнила, что у меня есть еще один заказ. И это аксолотль мятного цвета в шапке с лягушкой. Вот такой необычный заказ. Я, конечно же, сразу отложила лавандового зайчика и решила, что пора браться за него, потому что мне его нужно уже отдать в ближайшее время. Итак, я выбрала для основного цвета вот такой мятный. Это Воланс Bunny Baby. Цвет 123. Это у меня основной цвет. Для рожек или для ушек, как лучше назвать, я взяла вот такой цвет салатовый. Цвет. 46. И еще мне нужен был для шапочки с лягушкой. Я взяла вот такой травянистый цвет. Такая цветовая гамма у меня получилась. И что же у меня вышло? Вышел у меня вот такой замечательный аксолотль. Посмотрите, какой он классный. Шапочка снимается. Специально вот здесь сделала вот такие прорези для ушек, чтобы можно было их вставлять. И вот такой милаш у меня получился. Но что у меня с ним приключилось? Я его вчера доделала, такая довольная, что все, он у меня готов. Можно будет вести уже заказчику. Взяла сегодня на работу с собой блокнот, чтобы переписать эту схему, чтобы она у меня не потерялась нигде. Потому что аксолотли мы вяжем часто. Сижу на работе, переписываю в блокнот, сделала фотографию этой игрушки и дохожу до пункта «ноги». И я понимаю, что у меня нет ног. Где они? Я не знаю почему. Как я могла пропустить? Я, правда, вчера вязала его до поздней ночи, буквально до часу. И я забыла, что вот здесь должны быть ноги. Вообще это просто огонь. В общем, сейчас доснимаю, пойду дальше вязать и довязывать игрушку. Свяжу ему еще ножки, и тогда она уже будет полностью готова, и можно уже будет отправлять заказчику.
Ну, а потом, наверное, опять приступлю все-таки к зайкам, потому что у меня их в наличии 4 штуки, это очень мало. А тут неожиданно у меня оказалась в субботу ярмарка. Совершенно неожиданно. Мне позвонили с администрации, пригласили меня поучаствовать в мероприятии. Я, конечно же, отказаться не могла. Поэтому срочно нужно вязать еще зайцев, потому что всех остальных вроде, ну, более-менее так достаточно, они есть. А вот зайцы – это горячие пирожки, которые разбирают постоянно. И я думаю, что 4 зайцев на 2 стола, а участвуем мы вместе с мамой в 2 сторонах, в общем, парка, мероприятии. И всего будет на столе у каждого по 2 зайца. То есть это вообще ни о чем. А ярмарка, я вам уже скажу, послезавтра. То есть хотя бы 1-2 еще зайчиков мне бы успеть связать. Так что сейчас бегу доделывать аксолотля и приступаю уже к новым зайкам. Так, девочки, всем доброе утро. Совершенно неожиданно у нас появилась ярмарка, которой вообще не должно было быть. Буквально за 3 дня позвонила администрация города, пригласила на мероприятие. Сегодня у нас 18 марта, Крымская весна. А вообще в этот день всегда просто митинг, ну и все, без каких-либо праздников. В этот раз митинга нет. Решили сделать настоящий праздник, концерт в парке. В общем, и пригласили мастеров для участия. Мы, конечно, не собирались, поэтому у нас сегодня сборы такие спонтанные, мы половину забыли, игрушки дома не поделили, на месте разбирались кому что, и я такие сборы, конечно, не люблю, я люблю, чтобы было все более слаженно, более правильно. Мастеров сегодня много, я не знаю вообще, будет ли большой праздник или нет, потому что здесь вообще все оцеплено. Подъехать невозможно, подойти невозможно, весь парк просто окружен изгородью. Давно такого не было, наверное, только на 9 мая, и то пропускных пунктов всегда несколько, а в этот раз всего 1. В общем, не знаю, что вообще ожидать. Мы сегодня на 2 местах, мама стоит у меня чуть подальше там, а потом к ней сходим в гости. Я на 2 столах в другом месте. Сейчас покажу вам, только разложила игрушки. Вообще, вчера было плюс 10, было тепло. Сегодня мороз. Вот как назло, но, слава богу, нет дождя, потому что вчера был прям ливень. Вот. Сегодня солнышко, конечно, морозит, холодно стоять, но это лучше, чем дождь. Покажу вам свой стол. Вот так он у меня сегодня выглядит. Поближе. Маша вчера у меня ночью тоже работала, навязала пчелок и навязала еще лягушек новых. Вот таких. Она, в общем, сказала, что это не по схеме, она сама их придумала. Поэтому, может быть, даже сделаем мастер-класс. Ну, посмотрим. Над этой темой подумаем. Так. Вот так это все выглядит у меня. Новые у нас гуси. Вот такой гусь. И вот еще гусик. И где-то еще был вообще такой странный гусь. Я у мамы спросила, господи, что это? Вообще непонятное какое-то существо. Так, зайку я вчера так и не успела доделать. Этого. В общем, взяла с собой только 4 штуки, 5-го сиреневого не доделала. Сил не было уже вечером, поэтому сказала, ладно, бог с ним. Потом доделаю. Вообще у нас вот, видите, уже народ пошел. И там вот очень-очень много мастеров. Мама где-то там. Я не знаю где. Вот, ну, где-то там. Потом сходим, поглядим. Так, еще у нас есть вот такой новый дракон. Смотрите, какой он большой. Вот так. Классный, короче. Очень большой. Время почти час дня. Если честно, мы очень сильно замерзли. Ветер немножечко стих.
и все равно холодно. Холодно, народу много, в основном здесь дети, подростки, ребятки с разных школ, с кадетских каких-то училищ, с колледжей, с институтов. То есть в основном здесь молодежь, ну, взрослые тоже присутствуют. Вот. В основном сегодня у нас по продажам это брелки. То есть даже средние игрушки не берут, хотя это самый ходовой товар на ярмарках. Но сегодня прям что не мельче. Все брелочки, вся вот такая мелочевка. Поэтому разобрали, конечно. Я так думаю, что совсем скоро надо будет устраивать марафон брелков. И вязать прям очень-очень много, потому что у меня их на самом деле осталось, ну, маловато. Так, все, заканчиваю это подключение, потому что руки стынут просто. Холодно. И держать телефон тоже холодно. Но солнышко. Народу достаточно. Сейчас я вам попробую показать. Как вы видите, да? Народ есть. Вот. И покажу вам сейчас свой стол, как он у меня выглядит на данный момент. Не знаю, заметили вы изменения или нет. В основном это мелочевка. Больших игрушек вообще никаких мы не продали. Но пустые места уже есть. Уже видно. Так, это наш второй стол. Такой он, конечно, поаккуратнее, поменьше. Подставочки, лесенки у нас второй нет. Сейчас буду скоро заказывать. Поэтому поставила вот так все в коробочках. Так. Чебурашки. В общем, все, что есть. Я почему-то рассчитывала, что у нас игрушек больше. А оказалось, что нет. Ну, практически все стоит. У меня там в запасе, наверное, там, ну, совсем чуть-чуть, там, меньше половины пакетика маленького. В общем, вот так. Ну, люди уже начали ходить, но пока ходят, смотрят, особо не покупают. Ну, начало только. Будем надеяться, что все у нас пройдет благополучно. Вот там на входе в парк проходит митинг, играет музыка. Вообще сегодня солнышко, но очень-очень холодно. Ветер леденющий. До этого вся неделя теплая у нас была, а сегодня прям холодина, страшный. Вот. Но на солнышке, я так думаю, что может быть потеплеет к обеду. Там для детей много разных мероприятий проходит, и волонтеры здесь. Ну, в общем, так, вот там вдалеке, сейчас покажу, видно флаги, там тоже сейчас какой-то митинг, концерт будет. Народу много ходит, но пока все заняты, и покупателей пока практически нет. Итак, девочки, еще раз всем привет. Ярмарка у нас прошла. Сейчас хотела подвести небольшие итоги. Сразу извиняюсь за свой хрипой голос, за забитый нос, потому что я заболела. У меня достаточно высокая температура. Сегодня даже мне пришлось остаться дома, но работа все равно у меня есть. Я работаю из дома. Ну и на вязание пока что у меня сил уже не хватает. Стараюсь выздороветь как можно быстрее и продолжить вязание, продолжить съемки. Вот. Что я вам хотела рассказать насчет ярмарки. Ярмарка прошла успешно. В основном, как я уже говорила, большинство это брелочков. Поэтому я решила все-таки сделать марафон брелочков. И будет, наверное, несколько частей этих видео. Я пока не знаю, сколько и что я буду вязать, в каких количествах. Но, скорее всего, больших, потому что брелков у меня осталось очень и очень мало. И, скорее всего, этот марафон будет выходить на канале Дзен. Поэтому ссылки все внизу в описании. Переходите, подписывайтесь, и мы там с вами встретимся с марафоном маленьких игрушек. Но я думаю, чуть попозже. Сейчас немного сил наберусь и постараюсь выздороветь, а потом уже буду вам снимать. Так что
Я крайне удивлена такой неожиданной ярмарке, причем там было достаточно много народу, да и итог у нас получился очень хороший, поэтому я вообще прям в восторге от таких случайных мероприятий. Но я хотела вам показать еще вот такую игрушечку. Я ее доделала, вот такая зая. Тот розовый зайчик, которого я называла злой, но это не я называла, это мои домашние так назвали меня, злая зая, он у меня продался. Хотя я сразу сказала, что он продастся первым, потому что он злой. Вот. В общем, она продалась. И теперь у меня опять 4 всего зайки. Из 10 мне нужно еще 6, поэтому я буду стараться вязать. Вот этот зайка мне очень нравится. Он получился такой нежный, желтый с фиолетовым, с лавандовым вот этим цветом. Вообще сочетание прекрасное, мне очень нравится. И, наверное, в ближайшем будущем я еще розового опять свяжу, потому что его нет. Но потом продолжу какие-либо другие расцветки. Но сначала хочу все-таки сделать марафон с брелочками. Вот, так что вот в конце видео показываю вам еще одну готовую работу, мою заиньку. И, наверное, буду с вами прощаться. Видео и так вышло достаточно большим. И мне уже пора отдыхать. Время сейчас достаточно поздно, уже, наверное, 11 часов вечера. Я решила вам все-таки концовочку снять, попрощаться с вами. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно, и я буду знать, что вы ждете моих следующих новых роликов. Конечно же, не забывайте подписываться на все соцсети. Это ВК-группа, Телеграм-канал, канал Дзен, где мы можем с вами встречаться. На канале Дзен совершенно другие новые ролики, которых нет на площадке YouTube, поэтому переходите, подписывайтесь и смотрите видео намного чаще, чем они выходят на этом канале. Ну а я буду с вами прощаться. Все, всем до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.